Мальчики, девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. И сегодня хочу записать видео, которое обещала вам. Вот тот ритуал с вареньем в новогоднюю ночь. Что каждому из вас этот ритуал принес? Ну, разумеется, для тех, кто дал мне обратную связь, кто написал мне, что он там использовал. Сейчас я расскажу по магическим свойствам каждого из ингредиентов, которые вы использовали. И, разумеется, без расклада вас я тоже не оставлю. Посмотрим, как ваш ритуал сработал. Итак, ребят, я там не по порядку пойду, ну, в общем, как получилось. Глядите, те, кто использовал варенье из хурмы, вот эта вот информация будет для вас. Смотрите, хурма вообще полезна для сердца, ну, помимо там ее полезности для нашего физического тела, в энергетическом плане она защищает анахату, то есть сердечную чакру. Если вы ее выбрали, значит, интуитивно вы понимаете, что на вас идут нападки. Вообще хурма – это восточный фрукт. Она, несмотря на то, что она восточная, она вообще любому человеку приносит специфическую защиту. Она создает вокруг вас очень непроницаемую ауру. Если вот вы находитесь часто в компании с негативно настроенными личностями, либо вообще в вашем пространстве есть вампиры, вам хурму нужно вообще употреблять каждый день. Кроме той ночи, когда у нас полная луна. То есть, если в полнолуние будете использовать, ну вот полнолуние у нас длится вообще 3 дня, да, то есть сама ночь полнолуния, день до и день после. Соответственно, будете использовать, очень хорошо пойдет у вас в плане ваших свершений, то есть сможете там и успешно продвинуться по карьере, но смотрите, там на восходе, да, в идеале ее употреблять и каждый день, кроме, как я сказала, ночи полной луны. Вот если на вас нападает апатия, смотрите, карта целительства выпала, то есть вам вообще это варенье надо похрумывать довольно-таки часто, исцелит вас. Кроме этого, вот если знаете и замечаете за собой, что идет апатия, что считаете жизнь свою слишком сложной, да, и неинтересной где-то, вот в этом плане хурма вам поможет. Но это не означает, что нужно только ее лопать, как бы, и на этом закончить все остальные практики. Итак, давайте-ка посмотрим, что вам дал ритуал с вареньем, которое вы выбрали из хурмы. Ну, в вашем окружении есть человек, который на вас делает приворот. Вы жертва обстоятельств. Тут карты четко показывают мне, что будете в жертвах до тех пор, пока этот человек будет находиться в вашем пространстве. Сейчас я еще уточню. Видимо, не зря вы выбрали то, что выбрали. Либо же, если человека нет в пространстве, вы его не можете отпустить на ментале, то есть нужно каналы связи рвать.
Ну, если хотя бы хоть как-то общаетесь, это все нужно сносить. И не нужно говорить, что вот есть специфические обстоятельства, из-за которых я должен либо должна общаться с данной личностью. Нет таких обстоятельств. Абсолютно нет, поверьте мне. Если вы захотите, вы горы свернете и сделаете все, чтобы вам было лучше. А не будете цепляться за эти какие-то моменты, нюансы и тому подобное. Это я сейчас говорю для тех, у кого есть дети и кто цепляется за этот вопрос. Итак, что вам дал ритуал? Да что, ритуал указывает, что вы находитесь в жертве, то есть поедание хурмушки вам чем-то поможет, но это лишь намек для того, чтобы вы обратили внимание на этот вопрос. Ну, тут вам идет информация, что вы как узнаете от кого-то, либо кому-то будете обращаться к какому-то знахарю, волхву, шаману, прорицателю. И он вам как подтвердит эту информацию. Делалось вам на кладбище. Кто делал, вы, видимо, и так знаете. Либо, если не знаете, скоро покажут. У вас очень большие разочарования из-за того, что вы раскрыли злые и скрытые замыслы по отношению к вам от кого-то. Что вам дал этот ритуал? То, что вы узнаете, кто этот человек, он проявит себя. Если же вы знаете, вам покажут, как можно обойти эту ситуацию, исключить данную личность из своей жизни. Воду в подношение, если на кладбище работаете, обязательно воду туда тоже. Так, проигрывается мужчина, либо же, если это женщина вы, тогда вы человек, который с волевым стержнем очень сильным, плюс вы сам себе и баба, и мужик, и лошадь, и бык, как говорится. Ну, то есть человек, у которого есть свой бизнес, и он сам себе режиссер. Дело в том, что на вас здесь вызовы делаются. Эта ситуация кармическая. Глядите сами, либо напортачили в этой жизни, либо завязки, то есть узлы идут из прошлых жизней, и вы просто отрабатывать должны это. Это кармическая ситуация, род наблюдает за ней и ждет, пока вы наконец-то или уже вот-вот выйдете из этой ситуации. Воду на кладбище обязательно отнесите. Кстати, знаете, что еще? Возьмите даже вот это вот варенье из хурмы. Тоже в подношение понесите. Либо на место силы, либо на то же кладбище, куда хотите. Куда пойдет, вы там почувствуете. Ну, вам показать еще должны. Род вам или уже за эти дни показал, или вот-вот покажет. Что к чему, да почему. Вы должны себя сбалансировать после того предательства, привести в баланс. То есть там обрыв связи обрывать надо, потому что вам постоянно эти каналы возобновляют, которые связывают вас с тем человеком, и поэтому у вас сердечная чакра очень сильно долбит. Вот так вот получилось у нас для тех, кто делал ритуал с хурмой. Я желаю вам добра этого мира, ребята, и покой нам только снится. Работа еще вам немерено предстоит по отстаиванию своих прав и своих границ.
Так, для тех, кто у нас использовал малиновое варенье, ребят, я вас приветствую. Смотрите, по малине. Малина вообще используется в разнообразных направлениях, но в основном для защиты и сохранения брака. Это оберег и для дома может быть, и амулеты там для беременных из нее делают. Но в основном это идет на сохранение семьи. В частности, если кто балуется такими вещами, как отвороты делать своему мужу, ну, чтобы он к любовнице не ходил, то малина там тоже может использоваться. Но лично мое мнение, как я уже говорила, нужно уважать себя настолько, чтобы встать и выйти в любой момент из того окружения, которое вас недостойно. Так, давайте для вас поглядим, как ритуал прошел, что он вам даст вообще. Для тех, кто использовал малину. Может, вы на интуитивном уровне уже чувствуете, что как-то либо семью вам нужно защитить, либо же в вашу семью не должен входить тот человек, который ее предает. Радость принес, вы правильно все сделали, причем делали это в кругу каких-то лиц, возможно, это та же семья за столом сидела, может, кто-то и хочет кого-то из семьи увести, да, вот то, что вы собрались за столом всей семьей, это хорошо повлияло. Прям как исцелило от всех, кто сидел за вашим столом. Знаете, бывает же такое, что и муж, в принципе, адекватный, или жена, допустим, да, и, есть некоторые, допустим, третьи лица, которые все-таки пытаются воздействовать, хотя у них это, ничего не получается. Вот что-то из этой области у вас может быть. Вроде бы как все и радостно было. Секунду. Да, радость-то была, но дело в том, что вам еще нужно учиться уступать друг другу. И сейчас я хочу уточнить кое-что. Вам какое-то известие будет. Смотрите, есть два варианта. Либо на всю вашу семью воздействует, и вы под мороками. Вы об этом узнаете. Либо будет какое-то известие о том, что на кого-то из вашей семьи уже сделана программа, поставлена. И здесь, понимаете, здесь как... Отравить ваше счастье хотят. Вам будет откровение свыше о том, что нужно снимать с себя морочки и убирать тех людей, которые вам вот эту отраву в жизнь приносят. Много разговоров ведете о тех, кто вас предал. Вам это чести не придает больше, поверьте мне. И очень жаждете, чтобы приговор получили те, кто вас предал. Поменьше об этом думайте и говорите. Всему свое время, все получат. Еще свой путь вы будете проходить своеобразный.
Сейчас давайте на этой колоде еще посмотрю. Что дал вам ритуал? Он вам укажет и на проблему, которая на вас воздействует, но также и на ваши проблемы внутрисемейного круга, которые у вас есть. Ребят, но перспективы финансовой помощи, конечно, есть вам. Но мне знаете, как идет еще что? Как будто вы в начале пути, на котором у вас будет сотрудничество с вашим родом. Ну да, вы пытаетесь что-то удержать, чем-то управлять. Это касается вашей семьи, вашего дома. Может, какие-то ритуалы делаете. Вы закладываете фундамент чему-то. Творчески к чему-то подходите, много над этим трудитесь. Это касается именно вашего дома и перспектив. В принципе, неплохо, кроме того, что я уже озвучила, что вам нужно... Вот где-то что-то вы упускаете. И так, в принципе, неплохо. Вам это высветят, покажут, и я думаю, что вы разобраться сможете. Там тоже ситуация у вас кармического плана, то есть вы это должны пройти. Решить эту задачку, да, скажем так. Итак, благодарю вас за просмотр. Будем идти дальше. Так, ребят, были люди, которые мне писали в личку. Вот. И также те, кто дали обратную связь на сайте. Вот по поводу меда. Мед вообще очень многогранный ингредиент, да. Но основное это его свойство, он дает природную, он как источник природной энергии для того, чтобы поднять свой жизненный тонус. Также мед, он работает как, ну, считайте, что он всегда должен быть в доме. Почему? Потому что он как своеобразный талисман, который приносит богатство в дом и мир в семью. Вот. Кстати, по меду еще что хочу сказать. Он очень хорошо может показать, есть ли воздействие на вашу семью, либо же на пару, на отношения. И еще он разрушает очень много какие из подвидов колдовства, естественно, недоброго, которое совершается в сторону вас. Итак, смотрим, что у вас там ритуал этот дал. Руны еще подбавляли. Новость вам какая-то будет. Новость будет, но не обманывайте себя, пожалуйста. Смотрите особенно на своего партнера трезво. То есть, если это девочки, да и мальчики, в принципе, к вам тоже это может относиться, можете приукрашать свою вторую половину.
Ой, ребят, ну здесь, смотрите, и подлость, и искушение, и зависимость от какого-то человека. Рунами вам, если работали, хорошо. Если не работали, вам рунами нужно работать, дабы обойти эти искушения, в которые вас вгоняют. Да, ребятушки, глядите, здесь по нижним чакрам вас хорошо колбасит. Ну, то есть вы хотите какого-то человека. Или пытаются сделать так, чтобы вы хотели, и вы это все счищаете благополучно с помощью ритуала. Да, да, ребят, здесь бойня. Здесь бойня. А вообще, как очищение сработало вам. Очень много вас обсуждают и хотят, чтобы через время вы впали в состояние жертвы, то есть сделали то, что кому-то хочется, чтобы вы делали. Через руны по вам работали, договора заключали, чтобы получить результаты. Ну и нападения, да, на вас были совершены нападения. Как закрыть вас хотят. Ждут известия, что у вас дары судьбы, ну, ваши от вас уйдут. И тем самым, ну, какая-то часть их работы ляжет, и они будут очень радоваться этому. То есть это будет означать, что на вас ложится какая-то программа, значит, это им будет как позывной для старта, что можно действовать еще. Но, а у вас идет наоборот, что вам известие о том, что к вам какие-то дары будут идти. Тут, смотрите, именно для вас, кто мед использовал новогоднюю ночь, здесь у вас очищение идет. Возможно, это человек из прошлого, даже у вас семья была. Человек радости с вами, конечно, хочет, но по нижним чакрам там вообще старается очень сильно, чтобы, может, если, допустим, вы понимаете, что вот вы сидите и вот хочется секса, да, и вот даже этим, чтобы, ну, вот этому человеку все равно. Точнее, знаете как, он хочет, чтобы вы его хотели, а вы, может, его не хотите, но сливаете через секс свой потенциал, определенную энергетику на другого, допустим, мужчину, и таким образом вы, ну, вас можно пробить. То есть здесь сексом тонкие такие моменты, как, ну, свою энергию вообще правильно направлять в этот момент нужно, особенно для женщин, там это долгая и непростая тема, тем более для понимания, как это все верно делать. То есть, ну, здесь очищение сработало. Здесь, видите, больше как показывает, что делано вам было. Возможно, вот прям в канун Нового года все это тулилось вам, лепилось. Рассчитывают, что через время сработает. Очень ждут новостей, что их проклятие сработало, а вы в замкнутости находитесь, то есть что дело не идет, допустим, да, какое-то, или что отношения у вас какие-то закрылись, если вы в паре, а кто-то вас хочет из этой пары достать. Человек, кстати, который делал, обманывает сам себя, в иллюзиях живет.
Ребят, смотрите, для вас очень классно сработало, знаете, в каком плане? Тут у вас творческий прорыв, тяга к приключениям каким-то, к путешествиям идет. Вы знаете, вы... Для тех, кто не в ресурсе, я уже сказала, что на вас делается, для чего и кому это, допустим, может быть полезным, да? Для тех, кто в ресурсе, вам наоборот вся вот эта белиберда пойдет в плюс. У вас как, ну, этот человек, делая вот это все, отдает вам свою энергию. А сексуальная, кстати, энергия, она очень сильная. Вот, одна из самых сильных на планете Земля. И вы как наполняетесь, у вас, как знаете, что-то нового хочется сделать, что-то постичь, чему-то научиться. Но здесь как начало, понимаете? Ну, вам хорошо это все, но видите, как интересно. Вот там по справедливости фортуна на вашей стороне будет, ребят. Знаете, вашему недоброжелателю очень тяжело тоже будет. Ну, в общем, как-то интересно вот для тех, кто с медом работал, показали. Ну, в общем, как есть, вы мне отпишитесь, пожалуйста, так ли это. Если кто стесняется, можете писать мне в личку, вообще не проблема. Вот. У вас защиты, кстати, есть, стоят и неплохие, поэтому просто имейте в виду эту информацию. Так, ребята, которые использовали вишневое варенье, смотрите. Вишня вообще интересное такое. Фрукт. Ягода, да, вообще-то? Или фрукт, на дереве же растет. Фрукт, наверное. Вообще это талисман. Талисман, который дает вам новые волшебные встречи, новые контакты. Ну и любовные, романтические приключения здесь тоже не без этого. Смотрите, по славянским языческим верованиям покровительствует этому дереву отец Сварога, Вышень. Вот. Он очень справедливый, то есть он разрешает споры в праве и яве. И помогает это, ну давайте будем так называть, божество лишь тем, кто честен, кто жаждет стать лучше, кто жаждет быть полезным людям. И к тем, кто не забывает своих предков, кто отдает дань уважения своему роду. Поэтому тут глядите-ка, соответствует ли вам это все. Точнее, соответствуете ли вы этому всему. Здесь исцеление от деструктивных родовых программ. Может, вы партнера долго встретить не могли. Угу, смотрите, карта любви. Новости вам будут после этого ритуала. Кстати, знаете, что вы встретите, скорее всего, здесь четко идет, встретите свою вторую половину. Но опять же таки, не обманывайте здесь себя, на все трезво смотрите. И не обманывайте других, тогда будет плодородие. Помните, вот я за божество говорила же, да, и сама карта Бога пришла. Это вообще, ну... Вот для тех, кто вишневое варенье использовал, видимо, просто вы джекпот сорвали. Прошу прощения, прервалась запись. Смотрим дальше. Что же у вас тут ритуал дал? Ну, да, на вашу любовную сферу были воздействия. Вы очень как-то, знаете,
Кто долго не мог встретить свою вторую половину, там на вас были программы одеты, прям кто-то проклинал вас, и тот, кто вас предал. Вы оберег получили от этого человека, от вот этого деструктива. Новость вам. Новости вам будут о том, что какой-то очень надменный человек, высокомерный, получит приговор, ребята. Вы вот этим ритуалом тоже своеобразную обратку дали, да, человеку. Как что-то вот сняли с себя. Уже разочаровались, возможно, в том, что нормальных людей нереально встретить. А реально, ребят, вы помимо этого всего, вы еще и себя в статусе поднимете. Кто практики, новой силой овладеете. А если кто не практик, у вас будет там по денежкам прорыв. Вот так вот. И вы что-то будете изучать. И, кстати, расплату вашу недоброжелатели получат. Вы, видимо, чему-то будете обучаться, возможно, той же магии. Будете практиковать и, знаете, так постепенно будет отлетать вашим недоброжелателям все их деяния. Но здесь, да, прям перекрывали вам. Знаете, вот большое у вас разочарование было, и не просто так вы долго сидели в разочаровашках, потому что там хотели, чтобы вы в этом сидели. Им так удобно было, чтобы вы на это сливали свой потенциал. Девочки здесь и мальчики, вы будете изучать магию, раз вас пытались вернуть в отношения, из которых вы ушли, и, видимо, вы уже возвращаться туда не желаете и, деретесь за это. То есть вам привороты делают, вам вызовы делают, а вы, вы поняли, да? Даете лещей в ответочку. Борясь с этой ситуацией, поверьте, вы очень много прорабатываете, и здесь прям, хотят воссоединения, во-первых, магически воздействуют для того, чтобы с вами теперь воссоединиться, и плюс еще к этому, знаете, вот человек, с которым вы были, вот это вам сейчас что делает, да, и сделал так, чтобы вы в разочарованиях сидели. Эта личность, короче говоря, вы еще и с ней сошлись тоже по магии. То есть, возможно, вас вообще привораживали в свое время. Потому что вы денежку хорошо приносили этому человеку. А сейчас с помощью знаний в магии вы будете возвращать все потоки, все каналы, особенно денежные, себе обратно. Вы очень много туда сливали своего ресурса к тому человеку, и он жил припеваючи, видимо. Поэтому и сейчас вас вернуть хочет. Видимо, обраты пошли, и у него убывает, а к вам прибывать начало. Смотрите, тут вот именно эти карты показывают, чтобы вы запутались хотят, знаете, в чем? В том, как вы хотите зарабатывать деньги. Чтобы у вас, возможно, там в бизнесе пошли какие-то беды, огорчения. Но здесь больше ответ, как прошло, все показало Таро Веретника, и показала, что и прошлое, и будущее показали. То есть здесь именно встреча нового партнера и плюс еще плодородие, прибытие, так сказать, денежек вам идет.
И не только денежек, но и внутреннего наполнения будет достаточно для того, чтобы идти во все новое и противостоять вот этому всему, изучать что-то. Так, и кто у нас использовал ежевику? Здесь, ребят, исцеление, деньги, защита. Здесь четко и конкретно. Хочу разбогатеть, да? К достатку. Смотрите, уверенность в себе приобретете. Либо в своем бизнесе. Если боялись какое-то дело открыть, откроете, страхи уйдут. Вообще ежевика обладает силой магического исцеления. Сосредоточиться помогает. Короче говоря, здесь сейчас посмотрим, что вам дал ритуал, ребят. Вы или стояли на выборе, или если еще стоите, то прекратите это делать. Здесь вам род помог обнулиться, и знаете как? Вам дали власть в ваши руки. Теперь ваши недоброжелатели вообще, что им там? Рогатый к ним в гости придет, с которым сотрудничали. То есть все по карме сработало, узлы у вас развязаны с вашими недоброжелателями, вы много чего прошли. Если на вопрос да нет, сбудется, не сбудется, сбудется и однозначно. Плюс у вас новое окружение будет в вашей жизни. Может, смените работу, может, вообще в другую страну, в другой город переедете. Вам, кстати, дали понять, что вы прошли какую-то чистку. Да, там люди очень много вам делали деструктивных программ. Подло по отношению к вам поступали. Очень много сплетничали за вашей спиной, потому что завидуют и жадно относятся к вашим деньгам. Вот видите, а вы сделали ритуал такой. То есть использовали такие ингредиенты, которые вот вам помогут выйти из этой ситуации. Вам предки откровения дадут, что вам, от кого вам нужно отречься. Там еще чистки будете проводить, вас очистят. Кому-то обращаться будете, видимо, чему-то учиться. Тут и противостояние с каким-то прям с каким-то практиком, что ли. Но здесь падение врагов будет однозначно. И, возможно, этот человек, кроме того, что он практик, там, бывшим вашим директором являлся, то тоже неплохо вас так подсасывал, я вам хочу сказать. Вот это все обнуляется. Тут 2 карты обнуления идет. То есть вообще хорошо все. Здесь больше, конечно, да, денежные вопросы показаны. Но, ой, люди вам очень завидуют. Прям, знаете, как ваши деньги считают. Вы взяли все в свои руки. Да, тут вы такой человек. Возможно, у вас вообще свое дело, но вас там кто-то подставил. Или что-то в этом роде. Какие-то подлые личности вас окружали. Вы теперь не будете бояться принимать на себя какие-то решения, брать на себя ответственность. Вот. И знаете, за что ответственность?
Ответственность за то, что вы научитесь правильно сотрудничать со скользкими личностями. Императрица, сила. Вы входите в свою силу. Здесь ведьмы, практики, маги меня смотрят. Если мужчины, та же самая история у вас. Так что, ребята, по вот этому варианту, кто ежевичное варенье брал, у вас вообще все как бы, ну, свой урок вы прошли, скажем так, узнали кто где, да, ну, там со временем они еще получат, вы еще с родом посотрудничаете, еще определенное знание в плане магии, эзотерики вы будете получать. Но на данный момент вообще вот этот ритуал классно сработал. Прям высветит вам вот этих недоброжелателей. Сплетников, клеветников. Вы знаете, вы как в баланс придете. То есть, возможно, вы выметите этих, ну вот этот мусор я называю. Это, ну, из своей жизни. И вы поймете, знаете, что... Вот, ну, к примеру, давайте я, к примеру, ситуацию опишу. Допустим, у вас магазин, у вас работает сотрудница, да, которая сама поднимает там 2-3 детей, но эта сотрудница вас подставляет, кидает на деньги, и вам вроде бы как бы и жалко ее, да, выпереть, ну, оставить ни с чем, тем более в наше время. Но и в то же время вы и терпеть не желаете. Пытались по-хорошему, ну и по-плохому, да. Но человек делает то, что делал. Еще и о вас там сплетни распускает. Ну, здесь вы все-таки увольняете эту персону и понимаете, что, ну, я не обязана быть матерью Терезой, как бы, если человек не понимает по-хорошему, ну, зачем я буду, ну, змею на своей шее пригревать, как бы. Так что примерно вот такая ситуация. Так, ребят, по поводу того, кто что использовал, получилось там не очень много людей, поэтому расклады, которые я только что делала, считайте, что это не общие расклады. Это точечно для каждого из тех, кто написал мне. Ну, как я уже сказала, дал обратную связь. То есть каждый расклад персонально для того человека, кто мне ответил под моим видео. Ну, на этом я буду заканчивать свое повествование на сегодня. Желаю вам добра этого мира, ребят. Пока-пока.